Короче, ситуация такая. Если нужно в одном мероприятии провести много-много неписей, тебе нужно для начала понять вообще, что с ними будут делать игроки. Потому что если у тебя, допустим, ну, как вот сейчас, да, похороны, и у тебя есть какие-то неписи, которые прям вообще, ну, никто и звать их никак, и ты не хочешь, чтобы игроки с ними встречались, тебе нужно каким-то нарративным образом их отстыковать. Вот. То есть тут вариант есть, что можно, например, отвлекать игроков от каких-то там, скажем так, чтобы они не в стенку упирались, типа из ряда, вот, там, я не знаю, кто это, Вася третий, там, со стороны справа, да. Вот, а просто до тех пор, пока они соберутся вообще разворачиваться в его сторону, у тебя есть как раз подборочка тех неписей, которые тебе могут пригодиться, которые нужны по сюжету, и они вот буквально за ручку, за плечо там, или вообще случайно как-то встречаются с Мгм. персонажами до этого. Это один из Но вариантов. они небольшая проблемка, они там никого толком не знают, Хорошо. потому что, ну, персонаж, собственно, в бизнес родителей так-то не пихался и вообще ни хрена не знал. А сейчас, ну, как бы решил заинтересоваться, что вообще за херня и куда меня Ага. втянули. Хорошо, а в чем суть этого всего ивента, кроме того, что это похороны? Что ты хочешь, чтобы персонаж или персонажи из него вынесли? Ну, смотри, там может произойти столкновение, собственно, этих всяких группировок мафии и, возможно, вампиров с падшими, потому что они делили, а, правильно сказать, вот эта вот организация, она, собственно, занималась тоже грузоперевозками разными, и кому-то там оружие доставляла, кому-то наркоту, кому-то чё. И, короче, со всеми, грубо говоря, сотрудничалась, и всем это как бы не сильно нравилось. То есть, с одной стороны, да, прикольно, что они взаимодействуют со всеми, а с другой стороны, блин, а что это они с нашими врагами там декшаются, надо бы это. Хорошо, то Что-то. есть поясни мне немножко по обстановке. Это мероприятие, как эти похороны кого-то из знакомых героев, которые приходят, или одного, правильно? Да, это вот, собственно, персонажа одного, родители этой ее, собственно, похороны, можно сказать, Ага, организованы. хорошо. То есть повод там быть у нее в любом случае есть. И она хочет Да. разобраться с тем, что там происходило, почему вообще это произошло. Вообще, да, как минимум она хочет разобраться, за что их убили, а это именно, собственно, убийство было, про которое она Мгм. уже знает, перестрелка там была. Вот, и ее, собственно, там как бы тоже убили, но это детали уже демонские. Ты То, как мастер что хочешь ей раскрывать сейчас вот эти карты все, которые у тебя есть ну, все, насчет вот конечно, этого нет. вот? Мгм. Тогда ты себе где-то, ну, не знаю, выпиши, мне проще сказать выпиши, да? Выпиши, что конкретно ты хочешь ей на этом ивенте рассказать, потому что суть в том, что она пришла за информацией. Если она пришла за информацией, тебе нужно какую-то информацию ей дать и сделать это каким-то нетривиальным образом, чтобы это было интересно добыть. То есть, как вариант, например, то, что мне сразу же в голову бросается, это устроить там какой-то скандал между кем-то и кем-то, чтобы она косвенно увидела стороны. То есть это может быть как раз два товарища каких-то, которые там устраивают шум. Вот. И остальные, кстати, могут не хотеть их вообще оставлять вот или наоборот не хотят на них смотреть и аккуратненько так в стороны расходятся, и тогда начинается вопрос, а почему их так боятся, например? Мгм. Почему никто не влазит, не защищает ни одного, ни второго? А может быть, они, наоборот, отщепенцы от этих всех сторон, и как бы никто просто руки пачкать не хочет. Но там с людской стороны как бы 4 мафии есть. Тогда тебе нужно каким-то образом показать эти три стороны, просто репрезентовать. Ты можешь все их прямо не раскрывать на месте, но показать, что вот есть две, например, там одни с другими там ссорятся где-то, а Но я третьи в думаю, да. стороночке вообще что-то делают. То есть показать, что она есть, и пусть она потом копает. Можно дать ей зацепки, например, ну вот стоял кто-то из этой третьей стороны, попивал себе там винчик и разговаривал с кем-то и оставил визитку. А этот человек, которому он оставил визитку, эту визитку не взял. И у него будет зацепка какие-то следующие партии это все раскрывать. Мгм. Но у меня идейка такая была, что вот эта третья сторона, она как бы потихоньку будет, вот эти вот 2 оставшиеся агитировать, чтобы они, наоборот, сцепились, потому что это, ну, очень выгодно, чтобы вампиры там с падшими дрались дальше. И при Хорошо. этом, ну, относительно скрытно двигать всю эту фигню. Тогда возвращаясь к главной проблеме, это чтобы не играть 1500 персонажей, выбери каких-то двух или трех
или там 4, например. То есть 2 главных там, которые там срутся друг с другом, один, который их Мгм. подначивает, и еще один, который, допустим, с третьим, но он при этом смотрит за обстановкой, где-то кого-то подговаривает. Ну, это опять же такой наброс. А, но при этом нужно аккуратненько как-то всех остальных вывести оттуда. То есть, либо сразу скажешь, игрокам, что вот если это публика, то как бы я дам вам понять, что это просто, ну, как безликая публика, к которой можно не стыковаться, но это не самый лучший вариант, но тоже можно. Вот, либо аккуратно их вывести. То есть это может быть даже какая-то сверхъестественная сила, которая их оттуда прогоняет. Что им там неприятно находиться, например. Мгм. Или это может быть отчасти вот это, отчасти, например, там какой-нибудь девушке стало плохо, и она какая-то там важная, богатая, и за ней там половина сразу сваливает, допустим, за скорой и так далее. Тоже. Либо вся вот эта вот штука, она разворачивается уже где-нибудь во внутреннем дворике или в отдельном помещении, там, где игрокам не нужно будет ходить и, разевая рот, думать, а с кем из этой толпы мне нужно поговорить. То есть как-то их подвести к тому Мгм. кусочку, где тебе прям нужно. Вот. Ну и себе Кстати, пометь да, можно, то, что будет грубо говоря, говорить. сделать этот моментик, что, допустим, основная толпа стоит там где-то снаружи, да, а вот нужные, грубо говоря, NPC, они там или вот с родителями, с телами, или, как правильно сказать, у гробов там, да? Да, да, как вариант, например, Вот, они вот. вот уже ждут машину, вот она уже вот-вот должна быть, но что-то ее нету, и всех уже отправили, все вышли на улицу, всем надоело быть внутри. Например, не знаю, жарко, или там кому-то подышать захотелось, грубо говоря. Или перекурить все свалили, как бы, а остальные за ними. Вот, и остались только те, кого надо. Плюс можешь Мгм. где-то подготовить, что каждый НПС кому-то скажет, потому что тут будет в любом случае театр одного актера. Вот, и тебе нужно как-то это собрать, чтобы из головы это не придумывать. Быстренько себе там накидываешь пункты, да, что сказал один, что ответил второй, чем они недовольны, а потом они обращают внимание на кого-то, кто подошел, и уже это может их остановить, либо тянуть кого-то из ряда, типа, а ты что молчишь? Ты же знаешь, что. И дальше вот это вот все. Типа, и тебе вообще все равно, что с этим бизнесом твоего родителя ничего не станет, или наоборот, там, что этот бизнес сейчас там не сможет вырасти. Типа, ты знаешь вообще, кто я и кто мой папа, да? Блин, я считаю себя гораздо лучшим теоретиком, чем практиком. Понимаю. Для других придумать что-то иногда проще. Поэтому мы здесь и болтаемся, и встречаемся.